Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего по мнению карт. Конечно, будем реалистами, любой расклад не передаст вашу жизненную ситуацию. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же, вы, переложив обстановку, которая вокруг вас, или ваши цели, намерения на метафору карт, просчитайте что-то для себя на пару шагов вперед, или какой-то пазл, может быть, сложится. Итак, наш еженедельный прогноз и традиционные вопросы. Что важно знать будет? Первая карта называться. Или какая сфера жизни для вас будет наиболее, как мы говорим, проигрываться, наиболее актуальна? Что важно знать? Какие энергии? Господствовать будут? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия, денег, финансы и личная жизнь. Что же будет важно? Проститься с какой-то душевной болью. У нас тройка мечей. И обратите внимание, в этой колоде сердце уже не болит. Оно заштопано. Но шрамы остаются. Шрамы останутся навсегда. Да, когда-то было очень больно. Нам девушка показана, она кричит от боли. Вот какая-то ситуация, мои дорогие девы, может быть, человека себе напомнит. Или вот, кстати, могут напомнить именно те люди, или как парадоксальный повтор какой-то ситуации, когда вам кажется некоторое дежавю. Да, вы уже что-то подобное могли испытать в предыдущее время. Может быть, вас предали. Или вам пообещали, не сдержали слова. Или просто это было какое-то глубочайшее разочарование, и вы не могли это изменить. В результате вот этот болевой сгусток, он и оседает где-то в нашей душе. Но теперь это не имеет значения. Теперь у вашей позиции здорового равнодушия. И правильно расставить все по местам будет важно на этой неделе. Увидеть не то, что нам пытаются транслировать, не то, как нам, может быть, хотят замылить глаза, чтобы мы с чем-то согласились, а что же есть по факту. Проводить вот эту боль нужно. Может быть, выплакать, может быть, понять, что сколько ты не думай хорошо, допустим, о конкретном человеке, ну, это не изменит какой-то в корне ситуации или не улучшит самого человека, не улучшит отношения. Вот реальность какая-то, она будет присутствовать. Но, повторюсь, здоровое равнодушие. Вы можете быть, знаете, в таком душевном состоянии, когда вы очень четко будете анализировать какую-то ситуацию вокруг вас. Можете себе даже удивляться, надо же, а меня это вот сейчас, меня это не ранит. По сути дела, мне все равно. Я настолько отстраненно решаю какие-то вопросы, потому что больнее, чем было, уже быть не может. Вот странно, мои дорогие девы, но вот какая-то ерунда может действительно себе напомнить. Я надеюсь, это не для всех. Может быть, это просто, правда, как какой-то прежний жизненный опыт или какая-то история о себе невольно напоминает. Или человек, как ни в чем не бывало, материализовался. Так ведь тоже бывает в нашей жизни. Давайте посмотрим неожиданности. А в неожиданностях вообще благополучие, мои дорогие. Может быть, карты вам приглашают вас выйти вот из этого состояния. И посмотрите, темная карта, холодная карта, мрачная. Единственное тепло – это сердце заштопанное. А вот здесь уже десятка пентаклей, такая солнечная, добрая карта. И здесь все. Благополучие, любовь, теплый уютный дом, полный баланс, гармония в отношениях. Как и с родственниками, как и с близкими. Может быть, и с друзьями, с детьми, с внуками. Ну, это карта счастья, радости и каких-то удачных стечений либо обстоятельств, либо это вы к чему-то прикладывали усилия, и теперь вы можете в неожиданностях себя поблагодарить. Может быть, это удачное решение по части какого-то конкретного вопроса, который касается вашей семьи. Может быть, это будет связано с вашим решением. Хотя с учетом тройки мечей,
кто-то из вас может чувствовать себя несколько обособленным, как будто в неожиданностях, да, вот есть как бы общесемейный какая-то как тема, вопрос, но вот я сейчас себя чувствую очень одиноко, почему-то меня не поддерживают. Я не могу этого тоже исключить в неожиданностях. Именно вот это ощущение вокруг праздник, а я чужой на этом празднике жизни. Мои дорогие девы, правда, я вас люблю. Я искренне надеюсь, что это не проиграется. Но для кого-то это может быть. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. И тем не менее, не время брать паузу. Не время какой-то вопрос, знаете, долго обдумывать или пустить на самотек. По этому аркану мы всегда можем оказаться где-то как в заложниках или заложниками стать какого-то тупика, тупиковой ситуации. И здесь может быть по-разному. Кто-то может подписать ненужный документ, кстати. И будьте внимательны, может быть, что-то подобное уже было, когда вы взяли на себя обязательства, оформили кредит на себя или что-то подписали, там, важный документ, а в последующем вы расхлебывали один на один какое-то дело, какое-то событие, а никому до этого дела не было. И тогда вы не должны собой рисковать. Вот этого тупика нужно остерегаться. Для кого-то из вас это может быть и по работе, когда вы согласились конкретно на какую-то работу, но тоже видите, мне обещали рост профессиональный, может быть, в финансах, а тут я вижу, что нет, как-то все застопорилось. И тогда, ведь это в позиции, чему сейчас не время. Поэтому не время где-то соглашаться на то, что вам предлагают. Или на какой-то среднеудобоваримый вариант, если можно так выразиться. Все же оттолкнуться нужно от того, чтобы в вашей жизни не было какого-то разочарования, и в связи с этим продумать какую-то вашу ситуацию. Что же вам будет помогать? Карта жадины. И я могу предположить, десятка пентаклей, карта повешенного, какая-то ситуация может быть именно по деньгам. И четверка пентаклей. Буквально, если мы говорим, что помогает, то сохранение денег. Я бы сказала, мои дорогие, если вот так карта выпадает, у вас должна быть какая-то заначка, о которой знаете только вы. Вы не должны себя обесточить буквально по финансам. Возможно, в ожидании платежа какого-то, и вы думаете, что да, но эти деньги поступят, а тут по какой-то причине они могут не поступить, они могут задерживаться. И вряд ли вы тогда тут что-то предпримете. У кого-то это могут быть еще, может быть, и по документам решение каких-то вопросов. Тогда эта карта будет говорить, доверяй тому, что надежно. Людям, которые отвечают за свои слова, или пусть это будут в лице чиновников, не каким-то там обходным путем, а пусть ты что-то даже сделаешь немножко на пару шагов дольше, но ты это сделаешь основательно, чтобы закрыть практически какой-то вопрос и больше о нем не вспоминать. Вот это все помогает. Ну и, безусловно, приход денег тоже помогает. Или быть рачительным хозяином. Если прихода денег не намечается, я могу все же предположить, что десятка пентаклей в неожиданностях у кого-то могут быть и деньги, как какой-то бонус. Или решение финансового вопроса. Вот такое тоже может быть. Может быть закрытие ипотечного кредита, который вы брали именно на жилье, и здесь уже осталось вам совсем чуть-чуть, и вы где-то готовы в этом поставить точку. Но тогда с учетом тройки мечей как раз это и будет говорить, что был сложный период, когда из нуля в рогожечку приходилось что-то выплачивать, и здесь будет завершаться. Но это вас научило быть, хотя вы и так бережливы, ну, может быть, дважды. Теперь вы уже будете еще более расчетливы. Необходимо себя беречь, необходимо беречь свои финансы. Вот об этом нам говорят карты. Что скрыто? У вас сильная позиция, карта императрицы. Символ нового «я». Символ того, что какое-то ваше желание, задумка, цель, она должна вами быть воспроизведена в жизни, реализована, осуществлен какой-то ваш важный план, который касается вашей души. Вот подумайте, что вы больше всего хотите. Попробуйте провести логическую цепочку от своего желания, что вам для этого необходимо. И, может быть, вы создадите очень какой-то важный тезис-план, который многие направления сделает более четкими. Вот конкретно это говорит карта. Потому что
Императрица – это ваше желание, но это в позиции скрыто. Вы что-то не видите, какую-то вашу, в вас самих составляющую, или как это реализовать. Да, карта говорит, надейся сам на себя, но у вас сильная позиция. И ваша задача – уйти от тройки мечей. И все то, что я сказала по этой карте. Тут как две задачи. И не согласиться еще на какое-то подвешенное состояние. Не уйти вот как раз из нуля в рогожечку и сохранять деньги. Думать о себе от начала до конца. Просто признать, что вы находитесь вот в этих энергиях, как императрица. Может быть, для кого-то из вас карта будет говорить. Иногда по карте императрицы она ведь всем помогает. Продумай, кому ты помогаешь, насколько ты помогаешь. Себя как-то не обнули в своей помощи, потому что вполне вероятно, что ты-то будешь помощь ждать очень долго. Как-то может что-то не состыковываться. У каждого свои планы. По карте императрицы, оно даже если меня смотрят мужчины, это более добрая энергия. И в первую очередь себе не навредить. Ну и, безусловно, может быть и придется договариваться с близкими. Какие-то провести важные разговоры и достигнуть консенсуса. Принять Соломоново решение. Вот это все то, что в позиции скрыто. Дела, работа, бизнес. Нам здесь говорят о том, что деньги в рост. Или какая-то ситуация вообще не идет неторопливо. И так, если в целом дела, работа, бизнес на неделю, я не вижу, что здесь какой-то быстрый прогресс. Видимо, неделя будет в тех же энергиях, как и предыдущая неделя. И нет здесь ни минусов, ни плюсов. Плюсы, может быть, и есть как раз, потому что семерка пентаклей у нас это как денежное дерево. И нам говорят, что деньги в рост или какой-то постепенный прогресс. Но это еще пока не результат на этой неделе. Значит, в зависимости от того, что вы хотите осуществить, вы должны что-то продолжать. Здесь буквально продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но, в принципе, обстановка стабильная. Финансы. Получение денег. Все-таки на этой неделе вы какой-то либо решите вопрос, либо деньги вы получите. Но карта говорит, помни, рука дающего завтра может оказаться рукой просящего. Вы не должны себя обнулить, повторяюсь, в очередной раз, так карты вот одна за другой ложатся, чтобы вы остались совсем без денег. Или когда вы закрыли какой-то один вопрос, мои дорогие девы, но получается, что вы себя обесточили, и у вас может наметиться какая-то новая брешь. Поэтому держите баланс по финансам. Деньги есть, но как-то по-другому ими нужно распорядиться или как-то по-другому организовать, чтобы, опять же, не было вот этого разочарования. В личной жизни сильная позиция. И это не только на личную жизнь, это вообще у вас сильная позиция. И даже если у вас какая-то сложная ситуация проходит в эту неделю, самое главное где-то не давить своим авторитетом, ведь эта карта в первую очередь баланса. И вот эта фраза, она подойдет как и к личной жизни, так и в решении финансовых вопросов, в решении вопросов по документам или в взаимодействии с коллегами, руководителями по работе. Все что угодно. Нам не говорят какую-то конкретную сферу жизни. Хоть и выпало на личную, но личное – это не про любовь, не только, а еще какая-то сфера наших достижений или сфера наших намерений и целей. И у вас все получится. Но от этого баланса, о котором мы как раз с вами и говорили, практически самой первой картой, будет зависеть, как вы реализуете какое-то свое желание. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. Сильная позиция, нечего добавить. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.